Добрый день, дорогие подписчики, с вами Чалышев Сергей и магазин magic-one.me. И сегодня у нас ролик будет посвящен прекрасным женщинам. А именно я буду рассказывать про упражнения Кегеля, исторические и сексологические справки, что это такое, банальные шарики или может быть что-то большее. А также будет презентация принципиально нового прибора для упражнений Кегеля. Они у меня совпали, лекция для вас и наличие у меня этого прибора. Разумеется, он тоже тестированный, как всегда все будет без упаковки. Почти во всех сексологических трактатах, где упоминается какое-либо лечение для женщин, всегда есть два упражнения, которые идут в два этапа на разных стадиях практически при любом заболевании или банальной аноргазмии. И в первой части всегда идут познание собственного тела и упражнения Кегеля. А во второй части чувствительность и чувственное фокусирование, такое упражнение, я про него рассказывал. Итак, о прелюдиях и чем заняться до постели парам я уже рассказывал очень многое. Сейчас мы перейдем к физике про женщин и для женщин. Я специально брал информацию из учебников, а не из интернет-изданий. Что-то я дополнил, потому что, как оказалось, упражнения Кегеля очень схожи с упражнениями на мужскую пролонгацию секса. И для начала давайте я вам немного зачитаю, как это звучало в оригинале. Упражнения Кегеля состоят в сокращении тазовых мышц, поддерживающих влагалище, а именно луково-пещеристый булбаковоерозус, что-то такое, я не могу это прочитать, это на латыни, и лобково-копчиковый пубоцуцегус. Я всегда говорил, что любой врач имеет массу ругательных слов в своем арсенале. Именно эти же самые мышцы сокращаются и во время того, когда вы прерываете или пытаетесь прервать свое мочеиспускание. Этим, кстати, сходно абсолютно с мужским упражнением. Там тоже учат ловить эту мышцу вот именно на таком воздействии. Однако, забегая несколько вперед, я скажу, что все-таки моча останавливается какой-то другой частью мышцы, чем та, которая участвует в оргазме. Это я знаю по нам, по мужчинам. Эти же самые мышцы сокращаются и не дают проникать в ваше отверстие тампону, пальцам и тому подобному. Во влагалище, соответственно. При упражнениях мышцы сильно сокращают на 1-2 секунды, а затем расслабляют. Для достижения максимальных результатов следует повторять такие сокращения по нескольку раз в день, производя всякий раз по 10 сокращений. У мужчин тоже 10 сокращений, потом, правда, еще 2 упражнения на 30 и 30, но это тоже будет в этом видео. Помимо укрепления мышц, эти упражнения позволяют женщине познать себя. Однако в настоящее время не вполне ясно, повышается ли при этом сексуальная реактивность. Ну, то есть, насколько это сильно влияет на вашу половую жизнь. Могу сказать, что у мужчин это влияет сильно, об этом тоже будет позже. И одним немаловажным фактором является те ли мышцы вы тренируете. Потому что упражнений на Кегеле есть много. Есть всякие поднятия, развода ног и так далее. Могу сказать, что сведение, разведение ног это еще действует, а вот сами присядка, присед, он не действует, например, на эту мышцу вообще. Она-то от этого не тренируется, что бы там ни говорили всякие тренеры в зале. Вот сведение и разведение, да. Итак, чтобы почувствовать эту мышцу, вы должны, как описывается, развести ноги в стороны и при таком способе пытаться остановить мочеиспускание. Ну, соответственно, удобнее всего это делать в ванной. Нам тоже так же. У мужчин эта мышца расположена очень просто. Теоретически в возрасте эмбриона мы все являемся девочками, а потом, то есть строение мышечное у нас одинаковое. Потом после 3 месяцев идет разделение. У мальчиков начинает вырабатываться тестостерон, и у нас вырастает пиписька, а у остальных эмбрионов ничего не вырастает. Поэтому, скорее всего, в вашем исполнении мышца будет примерно там же. Как только закончилась копчиковая мышца, так вот можно пальцем туда вдавить, вот как только она закончилась, вглубь где-то на 2 сантиметра, на сантиметр вы можете продавить палец и ее вполне себе почувствовать. Так я описывал, по крайней мере, в видео для мужчин, у них что-то получалось. Так вот, любые способы, шарики Кегеля, ультрамодные сейчас есть еще Kegel, они не влияют на то, правильно ли вы мышцей напрягаете ваше влагалище. Напомню, у вас во влагалище на внутренней стенке нету нервных окончаний. То есть именно поэтому вы можете рожать. Если бы ваша внутренняя часть влагалища была чувствительной, вы бы умирали от боли. Именно поэтому гинекологи обезболивают только первые 3-4 сантиметра, то есть вход во влагалище, а дальше нет. И примерно так. То есть теоретически вы можете сдавить, но вы не знаете на самом деле, теми мышцами вы все это задавили или не теми. Мне на тест попало, да, разумеется, люди попросили меня разобраться, можно ли это продать. Я, конечно, сказал, что возможно. Ко мне в руки попал прибор из диагностической медицины, который умеет смотреть
активизируются ли в какой-то момент ваши те мышцы, которые к нему прилегают. Там идет два электрода, сейчас я это покажу. Вот. И таким образом можно проверить очень хорошо, те ли мышцы вы напрягаете. Почему плох Kegel? Во-первых, они не пишут противопоказаний, про них я скажу позже, когда нельзя делать упражнения Кегеля. А во-вторых, она все-таки штука работает от внешнего давления на себя. Вы можете влагалище, кроме самих мышц, потому что почувствовать их сложно, так как я сказал, там нет особенно нервных окончаний. Вы можете сделать это прессом, мышцами бедер, мышцами жопы, сведя ноги. И в этом случае все равно вы получите искомый эффект. Произойдет сжатие вот этого ихнего датчика. У них типа баллончика внутрь засовывается такого, и он смотрит. Здесь же это электроды. Им пофигу, как вы его сдавливаете. Там нет датчика давления. Там есть только электроды, которые мониторят соседние мышцы. Соседние мышцы с электродом — это, соответственно, стенки влагалища. Вот эта штука называется калибри. Вот эта штука называется электрод. В принципе, он опробован, вот конкретно этот опробован уже на 2 девчонках. Они знали, что он был опробован 2 раза. И я также не взял с собой, но есть и мышцы для мужчин. Я в ролике для мужчин тоже покажу, и нужный там электрод, который, соответственно, пихается в анус. Тот электрод я пробовал на себе, чтобы понять, насколько мои мышцы развиты, а теоретически они у меня достаточно сильно развиты, потому что у меня было 2 месяца тренировок где-то, когда мне было 20 лет. И 2 месяца в этом уходящем году. Смотрите, это просто, вся магия происходит вот здесь. Это, собственно, сам датчик. Он умеет включаться, вставать на подзарядку, вот здесь. Там, по-моему, это называется микро-USB еще не современные вот эти вот C-Type, а другие. Сюда вставляется либо зарядка, либо сам датчик. Дальше на телефоне вы устанавливаете 2 приложения и, собственно, с их помощью управляете. И там ставятся 4 игрушки, какой-то пчелкой там ловить какие-то бонусы и так далее. Но упражнения все сделаны как раз по Кегелю, так, чтобы занятие было рассчитано на 10-15 минут. Итак, значит, этот датчик, он сам по себе умеет только думать. Вот это вот электрод, который вставляется вам в вагинальное отверстие, соответственно. И когда ваши мышцы сдавливают, в принципе, я мог бы то же самое показать и на пальцах руки. Попробую это сделать, если получится. Этот датчик передает по Bluetooth все данные на телефон, и вы, сдавливая мышцы, вполне видите, что у вас там происходит. Те ли мышцы вы сдавливаете. Если вы попытаетесь сдавить вот этот датчик влагалищными мышцами, но будете делать это прессом, ягодицами, ляжками и там другие еще прочие мышцы, которые могут взаимодействовать на давление, он просто ничего не покажет. Он будет показывать, что вы ничего не делаете, потому что он видит только соседние мышечные ткани. И поэтому он является сейчас самым-самым совершенным прибором. Это я вам могу заявить и как начинающий такой странный сексолог. Я уже рассказывал, что у меня образование сексолога есть, но нет медицинского образования. Поэтому я не могу считаться сексологом. Хотя аттестационную работу я писал и по эрогенным зонам. Я в ролике покажу вам ссылку, и будет еще в описании ссылку, купить у меня в магазине, перейти. Теоретически здесь еще 2 подключения есть к обычным миостимуляторным датчикам. Это можно другие мышцы мониторить, но в данном случае приложение рассчитано именно на вот этот вот прибор. Сейчас я попытаюсь вам показать, что происходит на телефоне. В общем, приложение выглядит примерно вот таким образом. Там есть часть мышц, которая рассчитана на этот датчик, и часть мышц, которая рассчитана на другой датчик. Выбираем интимный фитнес. И делаем вид, что моя ладошка, она не всегда прокатит, потому что здесь много разных мышц, его будет глючить. Вот, собственно, вы видите, вот этой волной я сейчас управляю своими мышцами. Когда я расслабляю, до конца она не расслабится, потому что, как я сказал, очень много сторонних мышц есть. Но волной регулирую я сейчас с помощью нажатия ладошки. В ладошке очень неудобно, потому что там разные мышцы, я не могу его отпустить, он тогда улетит вверх. И я не могу его толком сжать. Я вам просто демонстрировал, насколько это удобно и просто. Грубо влагалищных мышц немножко по-другому. Я мог бы, например, зажать в локте, но хотя нет, здесь у нас 2 разные мышцы, не сработало бы. Поэтому вы видите, если вы зажмете не теми мышцами, будет то же самое, что с ладошкой. Он откалибруется и будет все не то. Но это достаточно легко. За один сеанс, 15-минутный, иногда там одной девчонке потребовалось 1 раз перезапустить, с 1-го раза все заработало. Вторая калибровала свои мышцы там сразу с 3-й попытки, у нее пошло все нормально. Как я сказал, самое сложное — это научиться управлять именно этими мышцами. И здесь теоретически после нескольких упражнений вы этот прибор можете кому-нибудь передарить, потому что, научившись управлять правильно, вы уже не разучитесь. Это примерно как велосипед. Мне хватило где-то 3 операций с ней, чтобы я нашел у себя ошибки. А, как я сказал, у меня было минимум 4 месяца таких тренировок. Еще 2 месяца, как дурачок, ходил, дышал яичками по Мантекче. Ну, кстати, да, работало, яичками дышать получилось больше всего.
Вот там я впадал прямо в безумство, я хотел трахнуть все на свете. Я, правда, совмещал еще это дело с полным отказом от онанизма. То есть я еще и не кончал. Сперматоксикоз в голове был просто запредельный. Женщины, не надо просить своих мужчин не дрочить. Ничего у вас не выйдет, нам это нужно. Вот, если уж мы кончаем с вами, то мы должны и сами с собой. Как я говорил, есть вариант взаимной мастурбации, чтобы мужчина просто не отвыкал от вас. Самое интересное, что здесь не нужно будет думать, правильной мышцу или неправильной, вы все это увидите на экранчике. Ну и ваше время как несколько будет занятно. В общем-то, я в пчелку играл и в вот эти вот колонки, самое основное, что я делал. Но поехали дальше. Мы сегодня все-таки говорим не только про данный аппарат Колибри, но еще и про другие тематики. Если интересно, сделаю более подробное видео по вот этому Колибри, тогда пишите в комментариях, хочу подробное видео о Колибри. Итак, вернемся к упражнениям Кегеля. Многие из вас, когда это слышат, сразу же вспоминают гейш, что у них были такие тренировки, да, были. Сразу же вспоминают Монтекче, и у него в женской книжке есть еще упражнения для женщин, соответственно. И сразу все вспоминают даосскую культуру, которая у нас мигрировала из Китая в Японию. Соответственно, в Японии была тоже развита, и объяснимо, откуда там все это гейши так хорошо знали. Однако, на самом деле, упражнение Кегеля придумал Арнольд Кегель в 1950 году. Изначально это было упражнение, предложено женщинам, которые после родов испытывали трудности с мочеиспусканием. Ну, в смысле, у них было недержание мочи. В смысле, они не могли сдерживать и контролировать эти мышцы настолько, что у них все это дело просачивалось. Кстати, врачи очень многим женщинам прописывают после родов именно упражнения Кегеля. Да, потому что восстановление мышц, потому что они, во-первых, все повреждены после самих родов, они у вас пришли в негодность во время воздержания, которые, опять же, прописывают многим женщинам-гинекологи, я знаю, прописывают даже, чтобы не возбуждаться до родов. Последние пару месяцев все перестраховываются, и вот у меня одной знакомой так прописывали. В итоге парень остался даже без минета, потому что она возбуждалась при минете. Такая вот была трагедия у всех. Если быть точным, упражнение называется не Кегеля, а серия упражнений называется Кегели. Ну это так, показать, что я умнее других. Во-первых, Кегели повышают степень осознанности своих чувств и переживаний, локализованных в половых органах. Во-вторых, они улучшают их кровоснабжение. В-третьих, повышают сексуальную реактивность. Ну, то есть, насколько вы хорошо реагируете на вашего партнера, или на другого партнера, или на чужого партнера. Неважно, насколько вам больше хочется секса, и насколько вы легче заводитесь, насколько легка ваша педаль газа, если говорить языком Эмили Нагоски. В-четвертых, помогают восстановить контроль после родов. Самое вот основное, почему многие из вас сталкиваются с этим в кабинетах гинекологов. И в-пятых, увеличивают сознательный самоконтроль во время секса для оргазма. Видимо, по даосским принципам и подходам, они также есть упражнения даосские у сексологов. Есть такой Кащенко, только он не тот, который больничка, а другой ЕВ, по-моему, или ВЕ. Вот. У него, как ни странно, даже упражнения Монтекче описаны. Настолько человек делал широкий обзор всего, что знает человечество про секс. Но это был учебник, это была не публицистика. Собственно, чтобы приступить к таким упражнениям, как описано, чтобы найти эту мышцу, нужно на время мочеиспускания усилием воли остановить его с расставленными ногами, а затем снова возобновить. Мышца, напряжение которой вы почувствуете при этом, и есть та самая, после того, как вы найдете мышцу, приступайте к упражнениям. Медленные кегели, сжать некоторое время, удерживать в напряжении, а затем расслабить мышцу. Быстрые кегели, то же самое в максимально быстром темпе. Упражнение всей тазовой области, напрячься так, будто вы стараетесь втянуть половые органы в воду, а затем вытолкнуть ее обратно. При этом будут укрепляться также мышцы живота. Ну, то, что я и говорил, к сожалению, даже первоисточники все равно ссылаются на то, что у вас будут работать еще и другие мышцы. И вы можете ими передавить больше, чем половыми. Каждое из этих упражнений делается по 10 раз, 3 раза в день. Ну, на самом деле, можно хоть в машине делать, так вам небольшой ликбез. Я там дышал яичками, когда ходил, когда гулял, когда сидел, когда ехал в машине. В машине это у меня было прям вот самое-самое оно. Я тогда еще катался в Москву каждую неделю к своим особенным друзьям. Вот. И у меня всегда было 2 часа в одну сторону и 2 часа в другую сторону я делал эти упражнения, слушая параллельно книжки про сексологию. Через неделю увеличить число упражнений до 15, а затем до 20 и 25 раз в день. Ну, как я и говорил, говорю, машина самая-самая. Спешить не надо, так как вначале мышца будет сильно уставать и может болеть.
При любой гимнастике, как и при любой гимнастике, дыхание должно быть ровным. Постепенно упражнения войдут в привычку, и их можно будет делать где и когда угодно. Лежа в постели, стоя в очереди, смотря телевизор. Про машины не написали. Со стороны это совершенно незаметно, а по словам авторитетных специалистов, упражнения дают хороший результат. Это я вам зачитал, соответственно, из учебника по сексологии, если не ошибаюсь, как раз того самого Кащенко. Ну, как я и говорил, к упражнениям Кегеля есть и противопоказания. Об этом молчат все тренеры, которые говорят, сейчас я вас научу упражнениям Кегеля, будете кончать 30 минут, там, так далее. Ну, и говорю, я наш мужской 3-секундный оргазм превратил в общем, собственно, 30 секунд основной, и потом еще где-то 2,5 минуты у меня дополнительных всяких приходов. То есть в реальности я кончаю 3 минуты. А член потом может стоять еще минут 5. Привет всем, мужики, скорострелы. Ладно, делайте упражнения, у вас тоже все будет так же. Я не стебусь, я просто показываю, что это допустимо любому. Когда-то давно один мой, скажем так, близкий человек мужского пола, вот, скажем так, родственник мой, когда мы шли, гуляли где-то там, гуляли, он сказал, что ты знаешь, все эти разговоры про то, что мужчина может там час не переставая, это все фигня. Он даже, по-моему, сказал минут 10, что ли, не переставая. Я, говорит, понял, что это все фигня и вранье. Вот минута самое такое длинное время. Рядом иду я, и я вот как раз только недавно, значит, сошелся с девушкой. И как раз недавно у меня было полчаса с девушкой, непосредственно фрикций. Я иду и говорю, так, ты не прав совершенно, и могу тебе заметить, что один из таких, кто утверждает, что может полчаса, находится сейчас рядом с тобой. Ну, был ему повод по... Он не спросил меня, как я этого достиг, как, в принципе, и все люди. Никто никогда не спрашивает. Итак, к противопоказаниям, чтобы вы все-таки знали, когда нельзя, и не слушали, кого попало. Перед проведением босс-тренировок, не знаю, почему босс, 3 большие буквы, настоятельно рекомендуем убедиться в отсутствии у пациентов таких проблем, как онкология, острые инфекционные и воспалительные процессы, первые 2 месяца после родов, нельзя. В это время из половых путей выделяются слизистые выделения сложного состава, которые не позволяют зафиксировать датчик. Мужчины, я надеюсь, вы сейчас не прокляли меня, что вы это узнали. Послеоперационный период, ну, конечно же, это относится к органам малого таза. Если вам располосовали руку, вставили пластину, это не имеет никакого значения. 10 недель после операции на тазовой области нельзя делать эти упражнения. Эндометриоз. Я выговорил. Клетки эндометрия, слоя, выстилающего матку изнутри, разрастающуюся за его пределами. Вот оператор что знает, что это такое. У меня нет, но частная проблема у женщин. Вот, видите, как бы я думаю, что часть вещей, про которые я здесь говорю, я ни хрена не понимаю, вы вполне себе знаете. Но по сексологу я сказал, я учил только свою узконаправленность по эрогенным зонам. По всему остальному считайте меня студентом-троечником таким, вот, который вообще болт забивал и только там на сдачу зачетов ходил и забывал напрочь все про это. И главное еще опущение выше 2-й ступени. Не знаю, что это означает. Ты знаешь? Опущение матки. Опущение матки выше 2-й ступени. Первая ступень пошла, 2-я ступень пошла, 3-я ступень отцепилась. Оргазм! Так, наверное, сейчас подумали все мужики, как и я. Нет, видимо, там не оргазм, видимо, это все плохо. Еще можно заметить про напряжение, упражнения и использование этих мышц. Был интересный опрос, 2371 женщину опросили и спрашивали, как бы они закончили следующую фразу. Там разрешалось дать несколько вариантов. Чтобы достичь оргазма, занимаясь сексом с партнером, я обычно делаю несколько вариантов. 90% ответ, 90% женщин. Напоминаю, можно было ответить несколько ответов. 90%. Принимаю положение тела, при котором получаю необходимую стимуляцию. Ну, это, собственно, да. Это, собственно, выбирание поз, при которых у вас происходит лучшая стимуляция. Это про это знают все, наверное. А кто не знает, вот напрягитесь сейчас. 83% обращаю внимание на физические ощущения. Ну да, чтобы лучше что-то произошло с оргазмом, очень важно обращать внимание. Если я сейчас подрачу и не буду обращать внимание на все эти свои мышцы, правильно ли их поджимать и прочее, я не получу своего искомого 3-минутного оргазма. Я получу стандартные 3 секунды. Поэтому фокусировка на своих ощущениях очень важна. Это вот я даже по себе скажу. 75%, ну вот то, о чем сейчас шла речь, напрягаю и расслабляю тазовые мышцы. Да, вы ровно пытаетесь сокращать мышцы влагалища, чтобы приблизить оргазм.
Я еще и могу сказать, что потом еще и удолжить, и углубить, и так далее, как говорили наши политики советских времен. Ну, ради интереса я все-таки дочитаю вам весь список, хотя самое главное, я показал, что 75% опрошенных женщин таки пытаются управлять своими мышцами. И здесь, напомню, очень важно управлять именно ими, а не прессом, не тазом, не, ляжками и тому подобное. Еще 75% синхронизирую ритм своих движений с движениями партнера. Ну, это да, это понятно. Особенно если девушка сверху, и член не 20 сантиметров, и мужчина тоже пытается все синхронизировать, чтобы, не дай бог, не вылететь, потому что удар потом очень болезненный. Для тех, кто не в курсе, член сломать нельзя. Можно получить только гематому. Там нет кости. Это пещеристые тела. Про пещеристые тела, кстати, скоро будет видео про помпы. Следующим после этого, не считая игрушек, будет видео про помпы. А потом уже будет видео для мужчин, примерно аналогичное. Но там больше про упражнения будет, потому что там я буду еще свой опыт рассказывать и опыт своего одного подписчика, который дошел аж до сухих оргазмов. Женщинам это тоже будет интересно, потому что, я говорю, скорее всего, наши мышцы, они примерно одинаковые. Они по-разному расползлись в процессе формирования плода, но все равно они одни и те же абсолютно. То есть строение там одинаковое. 74% прошу и поощряю партнера делать то, что мне нужно. Да, быстрее, 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 да. Вот интересно, а вот последний надо как расценивать? Прошу партнера, что вы просите фразы 71% до занятий сексом привожу себя в соответствующее настроение. Это как раз к сексуальному контексту, об этом у меня тоже было видео. И скоро в Инстаграме, тоже, наверное, в пятницу я сделаю такой краткий обзор на эту тему. Ну, там же по 15 секунд надо уложиться, да? В сторис можете смотреть, там будет в пятницу, по-моему. 68% концентрируются на удовольствии партнера, 65% чувствую, думаю о том, как я люблю своего партнера. Ну, или Алан Делоне, например. Или о ком вы там еще мечтаете в постельке? Ну, Джонни Депп, Брэд Питт, я не знаю, стандартно. Да, мужики, да. Это не мы Джонни Депп, мы выполняем как бы его функцию. То есть его конец находится в них, вы понимаете, да? То есть не мы там шарудим, а шарудит там Джонни Депп. При этом Джонни Депп расслабленно сидит, там попивает коктейли, будешь миллионером, а нам тут надо напрягаться и наяривать, да? Хорошо парни устроились. Тоже хочу быть суперзвездой голливудской. Итак, напомню, 75%, то, что нам и нужно было знать, напрягает свои тазовые мышцы для получения оргазма. Как вы понимаете, это достаточно широкий охват. Я, конечно, не девочка, напомню вам, но свои мужские вот эти переживания я скажу. Упражнение на пролонгированном оргазм дало мне, собственно, вот те самые 3 минуты оргазма. В принципе, мне так кажется, что после этих слов любой должен побежать это делать. Но я понимаю, что многих из вас останавливает то, что нужно будет 2 месяца что-то делать, и почувствуете вы что-то там через месяц. Но поверьте, просто оно того стоит. И не так много времени затрачивает, и сил, в общем-то, тоже. То есть тренировка по боксу у меня гораздо больше вопросов вызывает с точки зрения ее целесообразности, чем вот подобными мышцами заниматься. Ну и с этим прибором для вас такой проблемы не будет. Вот, и там вы сможете научиться сразу управлять нужными мышцами, а не всеми, какими попало, и более-менее как-то что-то сжимать и так далее. Я напомню, у гейш экзамен был перевернуть шарики. Вот если вы будете пытаться за счет мышц пресса это сделать, или ягодиц, или так далее, у вас ничего не получится. По мужским ситуациям я знаю, что можно, я потом буду на мужской подробнее рассказывать, но, например, если податься тазом вперед, в тех же фрикциях, такой маленький лайфхак, мужики, и двигаться с податым вперед тазом, то есть больше за счет других мышц, а таз выпечивать вперед, вы тем самым жопой поджимаете собственную простату. А если еще поджимаете эти мышцы, вы очень сильно все это усиливаете, и оргазм будет вот такой. Можете для начала просто попытаться вот вперед выпятиться, прямо сегодня, и в таком момент занимайтесь сексом. Не все время, а уже когда ближе к кульминации подходит. Таким образом вы будете держать свою простату в тонусе. И вы узнаете там 1/10 от того, что ощущаю я, чувствую. И это можно сделать прямо сегодня. Круто, правда? А потом уже знать, что будет через 2 месяца. Вам так легче будет к этому идти. Когда мы тут тестировали нейроинтерфейс, про него тоже скоро очень расскажу, я держал оргазм женщины в своих руках. У нас кое-что не заработало, он должен был отправлять ЭЭГ, расположенное на голове, должно было отправлять импульсы на сервер. Оно это делало. Сервер все это дело обрабатывал и должен был посылать к игрушке, которая управлялась через сервер компании, которая игрушку делает. LoveNC, у них открытый доступ, и можно было коннектиться. И блин, проблема в том, что их сервак лежал.
И вместо того, чтобы программа сама управляла степенью возбуждения, от этого она выбирала скорость и поощрить девушку, увеличить или наоборот уменьшить, если она выпадает из нужного. Да, ну как я уже рассказывал про альфа-волны, это не из бухты-барахты, это я просто уже знал про то, что ваш оргазм, он где-то в альфа-волнах лежит. А наш оргазм, кстати, в бета. Самое интересное. Так вот, я был вот управляющим звеном, так как сервер не мог ничего послать, но я же вижу графики, как идут. И я, собственно, с телефона управлял двумя игрушками, одна клиторальная, одна вагинальная. Я потом расскажу подробно про все это было очень круто, пока просто скажу, что я держал оргазм в своих руках. И да, у вас во время оргазма схлопывается сознание. Я не знаю, по графикам это легко объяснить, он будет так берет и в ноль так. Либо в альфу полностью. Это как раз уже крутой оргазм. То есть все остальные волны, они просто уходят. И причем там такие расколбасы идут от датчика перед тем, как у вас оргазм. И даже перед тем, как у вас вот сейчас будет оргазм, а потом опять потом не получается, и приходится опять заново к нему идти. Ладно, это будет подробно, просто очень много всего веселого я там видел. Я управлял девушкой мультика, можно сказать. Говорю, держал оргазм в своих руках. И видел оргазм не по женщине. Да, я сейчас понимаю, что многие мужчины меня не поймут. У меня профдеформация. Да, когда девушка кончала, там я смотрел на график, а не на девушку. В принципе, ей от этого было только лучше. Я лучше контролировал ситуацию. Так вот, она рассказала прикольную штуку. Я как-то говорил, что можно достигнуть мультиоргазма, в том числе при кунилингусе. Когда, в принципе, вы кончили, вот мужики, кто не знает, девушки, когда кончают клитором, очень сильно вырастает чувствительность, и все, они не могут больше. Надо отдаляться от клитора, потому что иначе вы будете делать больно. С вагинальным оргазмом такой проблемы нет у них. Там можно двигаться и дальше, и тоже там все будет хорошо. Некоторые, кстати, зажимают свой вагинальный оргазм, боясь, что вот сейчас вот эти движения и будут им больны так же, как клиторальные. Девушки, вам надо от этого мысли избавиться. Но я сейчас не про это. Я сейчас про, опять же, лайфхак еще один. Во время кунилингуса, вот это рассказывала мне девушка, которую там нам дали в тестеры, бета-тестер, испытуемая. Все, это нормальная, хорошая фраза, успокойтесь, не надо мне помидорами кидать. Так вот, она рассказала, что если во время кунилингуса, я в свое время, чтобы добиться вот этого мультиоргазма от кунилингуса, я сильно-сильно приостанавливал свои движения и делал их очень-очень легкими, пока у нее не восстановится чувствительность. Она сказала, что вот мужчина может там, не скажу дунуть-плюнуть, но, грубо говоря, когда мужчина чуть-чуть отстраняется, прекращает язык, когда она кончает, он прекращает стимуляцию языком и продолжает его дыханием, подув. Да, это странно выглядит, как будто клитор нагрелся, вы его подули, чтобы он охладился. И тем не менее, да, она сказала, что вот такой элемент очень хорошо работает именно для мультиоргазма клиторального. И там они прям один за другим начинаются. Те, кто смотрит, можете смело сегодня проделать. Я вам не скажу, потому что я про свою личную жизнь не люблю ничего рассказывать особенно. Я могу рассказывать про прошлое. Там, да, если у меня что-то есть сейчас настоящем или нет, я вам про это просто не буду рассказывать. Конечно, если я найду подтверждение, я вам сразу же сообщу. Так вот, сегодня наша тема подошла к концу. Мужчины в следующей моей полной серии посмотрят про помпы, как ими можно. Там будет, опять же, из учебников сексологии. Собственно, это будет правильное описание использования помпы. То, как ее используют врачи. У них это по-другому называется, вакуумная стимуляция, что-то там. Вот про это я расскажу. А через одно будет версия такая же, третья версия рассказа про пролонгированный мужской оргазм, уже со всеми вещами, которые я немножечко затрагивал сегодня. Из базисного уровня, и среднего, и вот эти вот высшие пилотажи. Итак, с вами был Чалышев Сергей. Мне сегодня ассистировал Колибри и магазин magic-one.me. Напомню, ссылка для покупки есть вверху, есть в описании, есть в первом комментарии после описания. И также в видео вы видели адрес сайта и промокод, по которому вы можете приобрести у производителя напрямую. До свидания.